Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. Я очень ценю вашу поддержку. В сегодняшнем ролике разбор компании PayPal. Взглянем на финансовый отчет по форме 10К за полный 2020 год, а также ознакомимся с квартальным отчетом за первый квартал 2021 года. Компания декларирует свой полный финансовый год в конце декабря, как мы привыкли это делать. С данным отчетом вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте Комитета ценных бумаг. Я собираюсь сделать отчет за последние 10 лет, проанализировать фактические данные и на основе этих показателей спрогнозировать будущие финансовые потоки и определить, сколько мы можем заработать, удерживая компанию в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры к компании PayPal и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Теперь давайте познакомимся с самой компанией PayPal. PayPal Holding была создана в 1998 году. Компания изначально обслуживала электронные аукционы, затем в 2002 году она была поглощена корпорацией eBay и осуществляла более 50% сделок аукциона eBay. И в 2015 году PayPal отделилась от eBay, и они стали разными компаниями. С 2015 года акции PayPal начали торговаться на бирже NASDAQ, и в настоящее время она является ведущей технологической платформой и компанией цифровых платежей, которая обеспечивает цифровые и мобильные платежи от имени продавцов и потребителей во всем мире. Наша цель – дать возможность нашим продавцам и потребителям управлять своими деньгами и перемещать их в любую точку мира, в любое время, на любой платформе и с любого устройства, при отправке платежей или получении оплаты. Компания добилась значительного роста активных счетов и платежных транзакций, которые были совершены пользователями. В 2015 году активные учетные записи, которые зарегистрированы на всех платформах PayPal, составляли 181 миллион и выросли до 377 миллионов в 2020 году. Прирост составил чуть более 2 раз. Что касается платежных транзакций, то они отражают динамику успешно завершенных платежей на всех платформах PayPal. По данному направлению дела идут лучше. Как можно заметить, в 2015 году успешно совершенные транзакции пользователями PayPal составляли 288 миллиардов долларов, а в 2020 году транзакции составляли уже 936 миллиардов долларов, почти 1 триллион. Потрясающая цифра. Рост за 5 лет составил более 3 раз. Также увеличились платежные транзакции на одного пользователя с 28 раз в 2015 году до практически 43 раз в 2020 году. Также компания декларирует, что рост свободного денежного потока вырос практически в 3 раза. Капитализация компании выросла практически в 7 раз, прибыль на акцию выросла в 3 раза. Также я собрал в единую таблицу активные счета и успешно совершенные транзакции в период с 2015 по 2020 год. Можно заметить, как увеличиваются активные счета со 179 миллионов в 2015 году до 377 миллионов активных аккаунтов в 2020 году. Средний ежегодный рост составляет порядка 16%. По совершенным транзакциям видно, как они выросли с 281 миллиарда долларов в 2015 году до 936 миллиардов долларов в 2020 году. Среднегодовой темп роста составил 27%. Растет число пользователей из года в год на двухзначные цифры. Но что еще больше притягивает мое внимание, это то, что куда большими темпами растут успешно совершенные транзакции этими пользователями. Безусловно, в этом отношении видно развитие. Те направления, которые компания развивает, они добиваются значительных успехов. Приятно видеть, что пользователи, которые регистрируются на платежной системе, приносят еще больше денег для совершения транзакций, ведь компания также имеет небольшой процент совершения данных операций. То есть количество платежей в долларах растет быстрее, чем количество самих пользователей. Отсюда можно заметить, как растут доходы компании. Касаемо прогнозов, данные взяты
С презентацией отчета за первый квартал 2021 года компания отчиталась о своих фактических достигнутых показателей, которые она ставила 3 года назад, и она все свои планы на трехлетний период успешно реализовала. Теперь она ставит планы на пятилетний период до 2025 года. Она ожидает, что количество активных пользователей в 2025 году составит 750 миллионов с 377 миллионов, то есть рост практически в 2 раза, что составляет 15% годовой рост. По количеству совершенных транзакций ставит планы в 2025 году достичь 2,8 триллионов долларов, что составляет ежегодный рост 25%. Планирует увеличить маржинальность операционной деятельности, увеличить прибыль на акцию в среднем на 22% в год. Планирует достичь в 2025 году выручку в размере 50 миллиардов долларов и свободный денежный поток 10 миллиардов долларов. Компания планирует продолжить программу обратного выкупа своих акций, увеличить свободный денежный поток до 30-40% в среднесрочной перспективе. Теперь посмотрим на динамический параметр роста выручки. Ежегодный рост выручки составляет 18%, выручка с 5,6 миллиардов в 2012 году выросла до 21 миллиарда в 2020 году. По выручке показателей PayPal находится на уровне выручки Visa. За аналогичный период выручка Visa составляет также 21 миллиард долларов. Потрясающий показатель. Чистая прибыль у компании также растет еще быстрыми темпами. Ежегодный рост чистой прибыли составляет чуть более 23%. Чистая прибыль увеличилась с 778 миллионов долларов в 2012 году до 4 миллиардов долларов в 2020 году. Операционная прибыль также растет, в среднем на 18%. Потрясающий рост по всем направлениям. Прибыль на акцию также растет, ежегодный рост составляет практически 48%. Компания в настоящее время не выплачивает дивиденды, ее можно рассматривать с точки зрения ростовой стратегии. По количеству акций, находящихся в свободном обращении, они с каждым годом уменьшаются. Компания выкупает свои акции. Это говорит нам о надежности и уверенности руководства компании в своем будущем. Среднегодовой выкуп акций составляет 0,5%. Свободный денежный поток растет. Среднегодовой темп роста составляет 21%. Рентабельность активов увеличивается в среднем практически на 5%, и в 2020 году она составляет 7%. Рентабельность собственного капитала растет на 8% ежегодно и составляет практически 23% в 2020 году. Рентабельность инвестиций растет практически на 7% ежегодно, и в 2020 году она составляет 17%. Чистая маржинальность бизнеса также подрастает. С 14% в 2012 году она выросла почти до 20% в 2020 году. По долговой нагрузке у компании все в порядке. В 2020 году она меньше единицы, то есть меньше собственного капитала. Для компании этот долг комфортен. По диаграмме видно, как она в последнее время начала привлекать деньги в долг для своего развития, и это было сделано оправданно. Мы видим, как выросли финансовые потоки компании. Покрытие процентов по платежам операционной прибылью находится на достаточно высоком уровне, то есть долговая нагрузка для нее несущественна. Активы и обязательства у компании растут. Активы в среднем подрастают на 20%, обязательства растут в среднем на 28%. Активы компании больше, чем обязательства. По итогу мы видим рост акционерного капитала. Акционерный капитал растет в среднем на 8%. Теперь давайте перейдем на прогнозную стоимость акции и определим для себя потенциал компании, основываясь на прошлых показателях и прогнозах компании на будущий период. Проведем анализ фактически достигнутых показателей и сделаем свою оценку роста акций к 2030 году на основе показателя EBITDA. EBITDA – это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Для начала мы посмотрим на исторические значения EBITDA за последние 10 лет и выясним, сколько составляет средний рост EBITDA. Итак, EBITDA вырос с 2012 года с 1,2 миллиардов до практически 6,5 миллиардов долларов в 2020 году, что составляет ежегодный рост на 23%. Среднегодовой рост выручки при этом составил 18%. Далее посмотрим на долговую нагрузку. Среднегодовая долговая нагрузка включает в себя среднесрочные и долгосрочные обязательства, и они составляют чуть больше 2 миллиардов долларов. Излишние денежные средства составляют чуть больше 2 миллиардов долларов. Капитализацию компании
и стоимость самой компании я взял из открытых источников, по итогу мы видим, что отношение стоимости компании к EBITDA равно 41 в 2020 году, а в среднем эта цифра составляет 27,6, практически 28. И с каждым годом эта цифра растет. Что касается долга к EBITDA, то он равен 0,6. В правой таблице я взял фактические показатели EBITDA и спрогнозировал их до 2030 года. Вы можете увидеть, как я взял за основу средний рост EBITDA и уменьшил его до 20%, и далее снижал его до 2025 года и применил достаточно консервативную стратегию. Среднее значение стоимости компании Enterprise Value к EBITDA я взял 20, то есть взял это значение меньше, чем в среднем, ведь чем больше будет данное значение, тем выше будет стоимость акции. Минус долговая нагрузка и плюс легкореализуемые рыночные ценные бумаги я получил капитализацию 490 миллиардов. Далее рассчитал количество акций в обращении, поделил капитализацию на общее количество акций и получил прогнозную цену акции к 2030 году 454 доллара. Теперь давайте спрогнозируем стоимость акций на будущие 10 лет на основе свободного денежного потока. Для этого нам нужно знать, какое количество акций было в обращении и стоимость одной акции на момент закрытия финансового года. Итак, среднегодовой рост свободного денежного потока составляет 18%. Данная цифра является средним значением 2012 года. На момент закрытия финансового года в 2020 году свободный денежный поток на одну акцию составлял 7,65 долларов. Доходность свободного денежного потока равна 4,4%. Это среднее значение между 2015 и 2020 годом. Рост свободного денежного потока на акцию составляет в среднем 44%. Для расчета я взял консервативное значение 15%. Итак, давайте возьмем эти данные и применим их к расчету. В правой таблице вы можете увидеть, как я спрогнозировал стоимость акции на основе свободного денежного потока. Видно, как я уменьшил рост свободного денежного потока с 15% до 6%, ежегодно уменьшая его. Доходность свободного денежного потока на акцию я взял 4%, это среднее значение между 2016 и 2020 годом. Итак, по итогу мы видим, что цена акции к 2030 году составит 517 долларов. Далее, получив прогнозную стоимость акции на основе EBITDA и свободного денежного потока, давайте возьмем по 50% от цены каждого параметра и получим среднюю цену 485 долларов. И рассчитаем внутреннюю норму доходности. Она составляет практически 11%. То есть, купив сейчас акцию за 283 доллара и продав ее через 10 лет по 485 долларов, мы получим прирост инвестиций 202 доллара. Хорошая ли эта инвестиция? Это меня заставляет подумать. При нынешнем рынке большинство активов находится выше своей справедливой цены, и при появлении коррекции на рынке большинство инвесторов начнут фиксировать активы. Если мы возьмем средний показатель рыночной стоимости компании EBITDA в 27, то цена акции может откатиться к 182 долларам, и эта цена будет справедливой для PayPal, и доходность на горизонте 10 лет уже будет выше. Возможно, купив акцию сейчас и усреднив ее в будущем, при появлении коррекции на рынке вы сможете получить серьезный возврат на капитал. Это может служить разумной инвестицией, так как бизнес компании с каждым годом растет выручка, прибыль, компания покупает свои акции, растет свободный денежный поток. Все это в конечном итоге будет зеркалиться на цене акции. Добавим к этому консервативную стратегию, которую я применил при расчете прогнозной стоимости, мы можем получить еще большую цену в будущем. Поэтому я считаю, что это хорошая инвестиция в компанию. Давайте теперь смоделируем потенциальную доходность. Покупая акцию при текущих отметках, вы получаете доходность практически 11%. Это примерно равно среднегодовой доходности индекса S&P 500. Чем выше будет стоимость акции, тем меньшую доходность на горизонте 10 лет мы получим. Вы можете заметить по этой таблице. И чем дешевле вы покупаете акцию, тем больше доходность вы получаете. Покупая компанию сейчас, вы получаете двузначную доходность в долгосрочной перспективе. Я рассматриваю данную компанию к приобретению. Мне нравится растущий бизнес компании, и если цена снизится, то я непременно куплю ее. Теперь давайте подведем итог по 5 параметрам, по которым мы делаем оценку компании для инвестиций. Итак, как вы видите, компания соответствует по всем 5 ключевым показателям. У нее растет выручка, растет чистая прибыль, у нее стабильный денежный поток,
У компании долг ниже трехкратного значения EBITDA, и в настоящее время ее можно купить по достаточно привлекательной цене, так как потенциальная доходность на горизонте 10 лет будет составлять практически 11%. Если бы я заметил это, допустим, год назад или может быть полгода, то непременно это была бы покупка и отличная инвестиция. Но на рынке очень много компаний, и на чем-то одном очень трудно сосредоточиться. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайки, а также пишите комментарии, понравилась ли вам данная компания и держите ли вы ее в своем портфеле. Также пишите разбор какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах, а также не забывайте подписываться на мой канал, мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!